А спонсор сегодняшнего ролика – мой Инстаграм. Подписывайся на мой Инстаграм. Под каждым постом интересная история, свежие новости в ежедневных сторис и еще много всякого интересного. Впереди вас ждет небольшой сюрприз, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchmaker, и сегодня мы поговорим, что делать, если цена вышла за сетку. Вот у меня есть такой отличный пример, и сегодня мы его немного и разберем. Собственно, вроде бы моменты, что здесь сделать, очевидны, но раз вопросы возникают, в принципе, понятно, люди-новички ботами раньше не пользовались, и пока что еще только вот приходят к пониманию всех моментов, как и что можно сделать, чтобы было лучше, так сказать. Кстати говоря, отвлекусь немного, и у нас, видите, два бота было открыто, абсолютно одинаковых, и, как показывает бета-тест, бот с более широким шагом сетки зарабатывает все-таки больше, чем бот с более мелким шагом. Но нужно учитывать, что здесь у BUSD не было еще комиссии. Этот бот считает, что комиссия была. Но, кстати говоря, оно и правильно. Это более чистый эксперимент у нас в таком случае получается, потому что боты действительно получились абсолютно идентичные. Ну и к тому же мы с вами разговаривали, что все-таки не важно, сколько сделок совершил бот, 0,1% есть 0,1% от любой суммы, от любого количества сделок. Так, это мы немного отвлеклись. Ладно. Вот у нас, собственно, ситуация. Кстати говоря, бот запускался с уровнями, кажется, вот здесь. Ну, допустим, вы открыли вот такого вот бота. Кстати, нет, наверное, вот такого мы и открывали. Видите, серединка у нас здесь как раз, серединка на половинку получилась. Вы открыли вот такого бота. Вы рассчитывали на уровень поддержки, да? И как раз у нас бот выходит за этот уровень поддержки. Что делать вообще, чтобы такого не происходило? Во-первых, вы должны брать уровни поддержки с небольшим запасом. Если бы мы взяли с небольшим запасом, где-то вот здесь, да, то у нас бы отработал уровень поддержки, как он отработал, но мы бы не выходили за пределы сетки. Причем это уже затрелилось. Я брал, как вы видите, вот видите, у нас вот здесь основные сделки, а здесь уже нет сделок. Я брал вот так уровень поддержки, получается. Ну, немного его сократил. Вот, если брать с запасом, то мы бы не вылетели из сетки. Что делать, если такое произошло? Первый же вариант, и он же самый очевидный, это воспользоваться функцией Trailing Down. Мы выбираем функцию Trailing Down, выбираем новую нижнюю часть, где у нас теперь будет низ сетки, да, жмем просмотр, подтвердить, все, готово. У нас поставился Trailing Down. Но у вас может возникнуть такая ситуация, что возникнет вот такая надпись Found BUSD. Это значит, что у вас закончились доллары на свободном счету, и больше денег у вас, ну, долларов, собственно, нету, и больше нечем трейлить сетку дальше. Что мы можем сделать в таком случае? В таком случае первое, что вам нужно сделать, это найти доллары. Найти доллары и положить их на счет. В таком случае он продолжит трейлиться. Как понять, сколько денег вам нужно, чтобы затрейлить все это? Вы можете посмотреть примерное количество гридов, сколько вам нужно до вашей цены, которая сейчас. По идее, должен вот здесь писать, какой нужен баланс, но что-то я здесь немного, если честно, не понимаю. По идее, нам нужно 10 гридов. Видите, 3%, да? Шаг сетки 0,3. Нам нужно где-то 10 гридов, чтобы вот это все затрейлить. Но у нас в каждом гриде 0,7 умножить на 37, количество 0,7, цена покупки 37. Это получается где-то 25, по-моему, долларов каждый грид. Соответственно, нам нужно 250 долларов, чтобы затрейлить полностью вот это вот все. Чтобы дойти до цены, которая у нас сейчас, нам нужно где-то долларов 75, потому что я здесь вижу 2-3 грида. Таким образом, вы можете определить, сколько вам примерно нужно денег хотя бы на то, чтобы затрейлить. Не полагаясь там на цифры ботов, да, просто открываете, смотрите, сколько у вас в каждом гриде, собственно, количество и цена, берете линеечку от цены до сюда смотрим, да, у нас здесь 0,40% от цены сейчас, и у нас шаг сетки 0,3, значит, он один грид использует. Ну, там 2, если сейчас чуть-чуть цена упадет. В таком случае 25 долларов один грид, 50 долларов 2 грида. Если у вас нет возможности вообще ниоткуда взять денег, и вы уже попали в такую ситуацию, и не можете не трейлить, возможно, у вас по тарифу боту нету трейлинга, да, что делать в такой ситуации? Есть один вариант. Вам нужно дождаться нижней точки падения, то есть дна конкретно. Ну, допустим, здесь, если мы видим, что у нас сильный уровень поддержки здесь, да, и ниже цена не ходит, только там резкими сквизами немного пробивается. Вот это, ну, называется ложное пробитие, когда цена у нас ушла вниз и почти сразу же вернулась вверх. То есть вот этот момент можно считать ложным пробитием. Его мы можем не учитывать, да. Но систематический случай, когда цена дошла и оттолкнулась, мы рассчитываем. Вот у нас, так сказать, вот такой вот уровень поддержки. Мы должны, по идее, дождаться, когда у нас вот здесь будет цена, и закрываем бота с отменой
всех открытых ордеров. Ничего не продаем, ни по рыночной, не размещаем, то есть sell limit order по безубыточной цене. Просто отменить все открытые ордера. Но вы должны понимать, что это дно. Это прям дно, ниже которого цена, ну прям, ну не пойдет. Ну прям, ну все, ну дно, ну не пойдет дальше. Вы должны быть вот прям вот так уверены. Тогда вы все это дело закрываете и открываете бота ровно с такими же настройками один в один. Вы все это сохраняете, запоминаете, как у вас был бот открыт, и открываете его от цены, которая есть сейчас. То есть, допустим, у нас цена вот внизу сейчас. Вот, допустим, цена у нас вот здесь. Мы понимаем, что ниже не пойдет. Это все, это уровень поддержки. Но мы как бы здесь болтаемся уже. Видите, если бы мы здесь болтались, то мы бы здесь неделю болтались. Вот, и вы хотите, чтобы бот работал. Вы запоминаете свой минус. Сколько вы в минусе. Минус 10% у нас. Отлично. Записывайте себе, скриншотите статистику, что вы в минусе на 10%. Закрываете бота, поэтому у нас, ну, статистика обнуляется. И открываете его вот здесь, когда цена в самом низу. То есть сейчас она вот здесь, а она, допустим, вот здесь. Вы открываете только гриды на продажу. То есть ровно такого же бота, какой у вас запустен сейчас, но только с гридами, то есть, ну, так же, как у вас сейчас, с гридами на продажу, просто по цене немного ниже. Вот от этого уровня поддержки, который вы определили, что он новый. И бот у вас сейчас начнет торговать. То есть мы надеемся, что бот отталкивается от этого уровня и, собственно, торгует, как вот здесь. Все, тогда вы будете торговать, тогда вы будете постоянно в сетке, вы будете получать прибыль. Но вы должны понимать, что пока бот не сделает плюс 10% по изменению, вы не выйдете в ноль. И на самом деле даже немного больше нужно, потому что вы сейчас будете продавать в минус. Пока вы там не вернетесь до вот этой цены, вы будете продавать немного в минус. Ну тут гридов на самом деле это там получается, ну, немного. 7 гридов по идее, да, получается. Вот 7 гридов у вас будет в минус. Когда цена будет выше, вы будете в плюс торговать. Вот, но это снова же, пока он до сюда дойдет один раз, это всего 7 сделок вы сделаете в минус. Дальше он уже будет за деньги, полученные с этой продажи, покупать уже новые. То есть это всего на один раз, по идее. Грубо говоря, пока вы не достигнете 11% по изменению, вы не выйдете в плюс этой сделкой, вообще этим ботом. И тогда вы, в принципе, можете его закрыть, чтобы обнулить статистику. Вы должны понимать, что да, вы потеряли время, но, по крайней мере, вы не потеряли деньги. Вы в нулевом убытке. И уже открываете, то есть, нового бота с какими-то новыми настройками. Ну, либо он у вас торгует дальше, зарабатывает дальше, но вы учитываете, что сколько у вас здесь плюса, это минус еще 10%, которые были у вас здесь изначально. Вот, собственно, такие способы. Других способов мне сейчас в голову, в принципе, не приходит, что можно делать. Ну, можно просто ждать еще, пока цена сама вернется и начнет отторговываться, но вы потеряете тоже время, хотя перезапустить бота с гридами только на продажу, возможно, будет выгоднее, потому что пока бот будет торговать, он будет зарабатывать проценты, и вы немного быстрее выйдете в плюс, чем если бы вы просто ждали. Но вы просто должны учитывать статистику, вы должны ее сохранить, вы должны посчитать, сколько был минус, и это немного геморройно на самом деле. Но такой способ есть. Пишите в комментариях, знаете ли вы какие-то другие способы. Ну а на сегодня все. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.